Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, это все только инструменты в помощь вам, ведь ваши мысли, ваши чувства, эмоции и действия сегодня создают ваше завтра. Начните контролировать мысли, соответственно, контролировать ваше состояние и менять картинки, и в самое ближайшее время вы увидите, как меняется ваша жизнь. На личных консультациях мы этим и занимаемся. Да, есть у меня консультации, когда человек просит просто расклад, а я все-таки сегодня больше провожу консультации по саморазвитию, и там мы меняем жизнь. Это увлекательный, нелегкий, но очень увлекательный процесс. Поэтому обращайтесь. Мои контакты внизу под видео. Пока идет видео, идет бегущая строка, поэтому найти меня можно всегда. Кстати, СМС, Viber, WhatsApp, только СМС. Я на звонки от чужих людей не отвечаю. Только когда мы сделали уже appointment и мы подключаемся для консультации, тогда я отвечаю. А так, пожалуйста, СМС. Ну что, давайте посмотрим ваши действия сегодня. Значит, ваши мысли, чувства и действия сегодня, куда же они ведут. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Ну, а мы посмотрим, куда же вы идете, куда же вы сами себя ведете. Как всегда, вы знаете, я выкладываю 3 карты, они дают более полную картину. Или они показывают именно самые ключевые события, результат. Ну, а на сегодняшний день такие ситуации, к которым вы идете, куда же ведут ваши действия. Ну, могу сказать, что по этой карте ваши действия ведут вас к самообороне. Вы на сегодняшний день, не думаю, что приняли абсолютно правильное решение по какой-то из ситуаций в вашей жизни. И то, что вы делаете сегодня, завтра может, ну, давайте так, по крайней мере, не пойти вам на пользу и призвать вас в оборонительную позицию, позицию выжидания, в позицию перегруппировки, я могу сказать. Потому что все-таки придется вам искать правильный выход и правильный путь. Что могла бы посоветовать по этому поводу? Остановиться сегодня, и тут нужен детальное рассмотрение, детальный подход и анализ того, что вы делаете. Это какая-то одна определенная ситуация в вашей жизни. И, конечно же, касаться она может работы, карьеры, бизнеса, здоровья, также и отношений. Ну, а если это касается работы, карьеры, бизнеса, мне даже не надо озвучивать, это может повести за собой материальные затраты или материальные потери. Со здоровьем вот тут могу сказать, что то, что вы делаете сегодня, может привести к психосоматике, к повышению давления и ослаблению иммунной системы.
Поэтому было бы здорово следить сегодня за собой. Давайте же мы еще посмотрим, куда же ведут ваши действия. Вот это первая, одна из ситуаций точно может быть изменена. И опять же, я все время говорю, все в ваших силах. Ну и вот, как я вам и сказала, ведет к тому, что придется сделать паузу, придется перезагрузиться, придется именно набираться уверенности для того, чтобы двигаться дальше. Это повешенный, это стагнация, это пауза, это замедление, это неуверенные действия, которые могут и не помочь. И поэтому я же говорю, я уже сказала по первой карте, эта карта только подтвердила мои мысли и дала еще какие-то инсайты в том, что то, что сегодня происходит с вами, то, что вы сегодня делаете, то, о чем вы сегодня думаете. Поэтому ваши мысли, ваши действия и ваши эмоции, вот куда они вас могут привести. По крайней мере, из того, что я вижу тут, было бы здорово изменить ваши мысли и, соответственно, эмоции и действия для того, чтобы не было вот таких провалов. Это не провал фиаско, нет, провал времени, когда придет момент, в который вы окажетесь в определенной ситуации и не будете знать, куда же идти дальше и как же из этого всего выходить. Давайте мы еще одну карту посмотрим. Ну, конечно, это вы боретесь. Вот к чему это ведет? Это ведет к еще большей борьбе. Борьбе с миром, борьбе с конкурентами, борьбе с самим собой, потому что когда происходит вот такое, идет замедление, пауза, стагнация, вы понимаете, что это все произошло из-за того, что вы приняли определенное неправильное решение, соответственно, вы вместо того, чтобы взять паузу, и воспринять это время как время перезагрузки, время набора энергии, время поднятия своей самооценки и уверенности в себе, вы начинаете ругать себя и тем самым вгоняете себя еще в худшее состояние. Поэтому было бы здорово. Да, решение может быть какое-то принято, и вот то, что придется обороняться, вы на сегодняшний день полностью убрать не можете, но вы можете перестать бороться с собой, перестать бороться с людьми. И я сейчас не говорю о здоровой конкуренции в бизнесе, тут не та борьба. По соседним картам я вижу, что идет абсолютно другая борьба, и вот эта борьба не нужна ни вам и никому вокруг вас. Этой борьбой вы не сможете ничего достигнуть. Поэтому лучше, вот исходя из этого расклада, на сегодняшний день постараться проанализировать все, и, может быть, вы сможете обойти, если вы все правильно сделаете, то вы обойдете вот эти ситуации, обойдете вот эти спады и сможете гармонично двигаться к достижению всего, чего вы хотите достигнуть. Давайте так, мы работаем, и каждый раз мы ставим какие-то определенные цели. Для чего мы работаем? Не только для того, чтобы оплачивать жилье и питание, и все наши нужды. Мы работаем еще для того, чтобы позволить себе куда-то поехать, позволить себе что-то купить, позволить себе что-то обновить. И тут ставьте себе цели не
Не купить продукты? Нет. А именно ставьте цели чего-то, чтобы побаловать себя. Ведь когда есть возможность себя баловать, значит на все остальное больше, чем достаточно. Поэтому постарайтесь изменить ваши мысли, соответственно, ваши действия, чтобы они вас привели к гармонии, а не к борьбе.